Сегодня мы проверим то, о чем меня просто завалили в комментариях. В прошлом видео чистый мед буквально выключил нематод за 1 минуту. И все написали: сделай честно, попробуй 10%. Ну что, проверим, справится ли слабый раствор меда с нематодами. Сейчас вы все увидите под микроскопом. Всем привет, я Виктор, и вы на канале Под микроскопом. Месте, где самые обычные вещи ведут себя совсем не так, как мы привыкли. Сегодня будет сладкая серия «Мед против нематод», но уже не чистый, а разбавленный до 10%. Почему делаем именно 10%? В прошлом видео вы писали сотни комментариев. Чистый мед слишком сильный, попробуй разбавить, будет честнее. 10% это реальный бытовой контакт. Ну что ж, если вы просите, значит делаем. У меня в баночке 10% меда, а в капле рядом группа нематод. Их немного, но для эксперимента хватит. Добавляю несколько капель разбавленного меда, без лишних слов, сразу к делу. И знаете что? Первое, что бросается в глаза, нематодам как будто все равно. Они двигаются спокойно, никто не в панике, никто не пытается сбежать. Я наблюдал минут 10, и вот тут начинается самое интересное. Где-то на 10-й минуте я начинаю замечать мелочи. Движения стали медленнее, некоторые двигаются рывками, кто-то извивается только передом, кто-то только хвостом. Координация совсем не такая, как обычно. Поведение явно меняется. Уже не та шустрая толпа, что была в начале. А еще за эти же 10 минут несколько мелких нематод полностью остановились, не шевелятся вовсе. Минут через 20 почти вся группа уже лежит. В живых остаются только 2 крупные нематоды. И вот тут начинается самая зрелищная часть. Это шикарный экземпляр. Крупная, толстенькая, и внутри у нее видны яйца. Смотрите, вот она до контакта с медом. Длинная, гладкая. А вот после 10% меда. Она уменьшилась почти в 2 раза и стала вся сморщенная, как будто немного подсохла. Держалась она долго, 40 минут, и яйца внутри тоже остались живыми, скорее всего потому, что были спрятаны внутри тела, как в маленьком домике. Вторая крупная нематода, она другого вида, по телу видно, и она тоже продержалась около 40 минут. В итоге и она сдалась. То есть 10% это не мгновенный эффект, как чистый мед, но он работает. А теперь самое неожиданное. Кто остался в живых после 5 часов? Не нематоды, не яйца. Выжил вот этот маленький волосатый червячок. Он спокойно провел 5 часов в 10% растворе меда и выглядел, как ни в чем не бывало. Что это за существо? Мне кажется, что это личинка какой-то мошки. Но одно ясно точно, она оказалась самой сильной во всей этой сладкой битве. Почему такой результат? 10% меда – это уже не густой липкий сироп, но все равно сильная смесь. Что он делает? Немного тянет воду из тела, замедляет движение, мешает нормально дышать, создает плотную среду, где они теряют много энергии. То есть мед действует не сразу, а постепенно, шаг за шагом. Чистый мед – это удар молотом, а 10% – это длительное давление. Получается, что большинство нематод не выдержали долгую нагрузку, а самая маленькая личинка выдержала. Вот такой эксперимент у нас сегодня получился. 10% мед оказался не таким быстрым, как чистый, но все равно очень даже эффективным. Некоторые нематоды боролись долго, кое-кто держался 40 минут, но итог почти одинаковый. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, напишите в комментариях, что еще проверить под микроскопом, и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие эксперименты. С вами был Виктор, увидимся скоро, дальше будет еще интересней.